Концепт икодеспот. С давних пор зажиточных обитателей византийской деревни их современники называли лучшими или домоправителями-икодеспотами. Понятие «домоправитель» можно было бы напрямую возвести к Новому Завету. Петер Шпен, один из авторов известного исторического лексикона фундаментальных понятий, связывает концепт икодеспот с концептами экономия и икос в контексте противопоставления концептов кир и икодеспот, хозяин. Анализируемый термин, которому соответствует латинское понятие «патер фамилия», назван евангельским словом. Оно по своему значению, как полагает немецкий ученый, равно понятию «домоправитель-эконом». Манфред Ридл, другой автор упомянутого лексикона, отождествляет понятие икодеспот и хозяин дома. Прототип этого понятия, согласно мнению Эмиля Бенвениста, известен в античности как альтернативное обозначение хозяина дома, противоположность хозяину в широком смысле слова. Поэтому особо следует отметить замещение в церковнославянских переводах Нового Завета старославянского эквивалента «домодержцы» другими синонимами. Необходимо иметь в виду, что понятие «домоправитель» выходит на передний план в одной из среднеотеческих комедий середины IV века до новой эры, приписываемой Алексиду Комику. Обращение к бытовым сюжетам указывает на источник заимствования понятия икодеспот в повседневном народном языке. Впоследствии оно встречается в сочинении Ариана «Рассуждения Эпиктета», это II век до новой эры, и «Этики Плутарха». Особое внимание вызывает понятие икодеспот в гражданском законодательстве. Здесь его латинским прототипом является хорошо известное в римском праве обозначение главы семейства – «патер фамилия», как его обозначают дигесты Юстиниана. Греческий эквивалент упоминают Василики, схолии к Василикам, эклога Василик, исхолии к ней, синопсис Василик, прохирон расширенный, типукейтос великого судьи Падзи, шестикнижие Константина Арменопола и некоторые другие правовые памятники, в их ряду эпитома законов и эклога законов, изложенные по эпитоме. В полном соответствии с ранневизантийской правовой традицией, правовая мысль последующих столетий оттеняет те аспекты восприятия понятия икодеспота современниками той эпохи, которые определяют его статус как лица, возглавлявшего семейство вместе с подвластными ему родственниками и домочадцами и распорядителя семейными имуществами. Словом, средневековая интерпретация рисует образ собственника и владельца дома как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Икодеспот характеризуется в качестве попечителя находящихся в его подчинении членов семейства и управляющего их и своей собственностью. Он наделен обязанностями проявлять большую заботу о благополучии ближних и признан самым заботливым хозяином дома, мудрым, хорошим и так далее. Именно заботливый хозяин дома, эпимелис икодеспотес, оказывается в центре внимания Димитрия Хаматиана, когда он обращается к одному из указанных пассажей Василик в своей правоприменительной практике. По этому поводу хотелось бы отметить, что Гюнтер Принцег, выделяя в тексте послания Димитрия Хаматиана это заимствование, атрибутирует его непосредственно к Василикам, а не к их синопсису, как он делает в некоторых других случаях. На самом деле соответствующий пассаж прослеживается и в схолиях к Василикам, и в их синопсисе, и в схолиях к нему. Правовое наследие является ключом к пониманию документальных свидетельств.
Понятие икодеспоты в актах подразумевает формирование византийского средневековья определенной прослойки сельского населения. Она следует трактату об обложении, где отмечено понятие хора икодеспоты, противопоставлено просто хоритам, то есть массе жителей села. Не вызывает никаких сомнений интерпретация упоминаний представителей социального слоя домоправителей и в других документах X-XI веков. Безусловно, актовые материалы этого времени, включая соглашение 982 года о признании жителями крепости Иериса прав собственности Иверского монастыря, которому отошли земли местных обитателей, доказывают, что упомянутые в их рядах икодеспоты принадлежали к местной управленческой элите. Во всяком случае, в первом из документов среди 74 подписей жителей Иериса, наряду с высокопоставленными лицами, архонтами, титулованными сановниками, священниками и клириками, выявляется не более чем 2 икодеспота. А во втором документе также, по-видимому, 2 икодеспотов названы в числе 24 или чуть более того избранных, которым противопоставлены остальные жители крепости. На селе домоправители находятся, по сведениям актов, в одном ряду с представителями общинной верхушки. Упоминаемые здесь с титулованными сановниками и чиновниками икодеспоты сами по себе не обладали какими-либо иными признаками привилегированного общественного положения. К примеру, при подписании в 1016 году завещания монахини Гликерия в числе достоверных свидетелей наряду с титулованными лицами и архонтами острова Скир, где находились имения завещательницы, присутствовали 3 икодеспота – Андрей, Лев Гурнаки и Мидзас Лапарис. 2 из них обозначены как икодеспоты Лемноса. Патроним первого не указан вовсе, а у третьего представлен в виде прозвища. Можно предполагать, что общественное положение икодеспотов определяли не знатность происхождения, не властные полномочия, а авторитетность в качестве видных домохозяев. Благодаря тому члены рассматриваемой прослойки примыкали к кругу титулованных и полномочных представителей власти, выставивших в этом плане нельзя не рассмотреть именно несомненных видных селян, выставивших в 1008 году свои кресты в акте соглашения жителей Хариона, то есть села Родохоста, с местным монастырем. Обращает на себя внимание подпись икодеспота Добрилы, к имени которого прилагается понятие «больший». Он оказался единственным членом сельской общины, кто был удостоен такого звания. Активными участниками размежевания земельных владений Иверского монастыря и жителей крепости Едзева в середине XI века, наряду с сановными лицами всей округи и сельскими священнослужителями, в качестве достойных веросвидетелей выступили 2 икодеспота из Хариона Вухадзу. Наметившиеся тенденции отчетливо проявляли себя и в последующие века византийской истории. Состоятельные икодеспоты наравне с зажиточными, лучшими местными стратиотами, приходскими церковнослужителями, белым и черным духовенством образовывали неотъемлемую часть населения поздневизантийского села. Его жители названных категорий не были полностью социально однородны. Часть из них, несомненно, вливалась в сельскую верхушку, примыкая по своему общественному положению к низшим слоям господствующего класса. Многие или даже большинство представителей указанных групп сельского населения по образу и уровню жизни существенно не отличались от основной массы деревенских жителей. Однако возникновение на селе столь специфической
социальной прослойки, превращало ее в весомый фактор социальной структуры сельского населения и организации сельского самоуправления. В XIII-XIV веках, когда иммунитетные права крупных византийских землевладельцев заметно расширяются, мелкие парниары и собственники средней руки в управлении зависимой от них долей села обычно полагались на тамошних икодеспотов, лучших номиков, то есть делопроизводителей хорионов, священников и иных членов общинной верхушки. Их участие в составе сельского суда, собиравшегося под эгидой церковных учреждений или экклесиархов для урегулирования поземельных отношений крупных собственников, заставляет предполагать, что представители названных категорий жителей села блюли интересы своих господ и осуществляли надзор над их поместьями. Это касается земельных владений местной аристократии в регионе Смирна, в чьих владениях отмечена общественная активность указанной группы селян, запечатленная в ряде судебных постановлений и прочих актах. Пожалование земельному собственнику судебных прав в отношении жителей его вотчины укрепляло позиции членов сельского самоуправления и в их ряду икодеспотов. Отныне они располагали возможностью судить от имени своего господина. Так, в 1251 году праниар Сергарий и крупные землевладельцы Комнина-Вранина предпочли бивших им челом по поводу спорных деревьев селян отослать за правдой к суду икодеспотов его Пронии и лучших икодеспотов Хариона. Благодаря сельской верхушке, в том числе икодеспотам, принимавшим непосредственное участие в работе поместного суда, судебная практика этой поры, несомненно, наследовала некоторые общинные традиции. Икодеспоты играли важную роль в урегулировании поземельных споров. В указанном плане типична тяжба жителей Хариона при Наваре из-за харафия, то есть поля земельного участка, спана, урегулированная в 1228 году в присутствии представителей церковной и гражданской администрации Смирны, практора, то есть фискального чиновника, названного Хариона, иереев, икодеспотов и прочих жителей этого и других сел. Аналогичным образом исход тяжбы между Хиландарским и Ватопецким монастырями в конце XIII века предрешили свидетельства эпиков, то есть жителей Комитисы. Наряду с иереями и старцами выделяются икодеспоты, которые противопоставлены остальному народу. По общепризнанному мнению, указанные категории жителей византийской деревни образовывали прослойку крестьян, примыкавших по своему положению к феодальным землевладельцам, но отличавшихся от них по происхождению и социальному статусу. Вместе с тем, даже в последние столетия существования Византии злоупотребление икодеспот, встречаясь на страницах литературных и полемических памятников, получало весьма емкий смысл безотносительно общественного статуса его носителя. Оно отображало в какой-то мере фактическое положение в обществе домовладетеля, при этом уместно сослаться на одну из гомилий Германа II, константинопольского патриарха. Дмитрий Хаматиан даже в иносказательном смысле слова связывает понятие икодеспот с представлениями о владельце жилья и хозяине дома. А Иоанн Апокавк обуславливает понятие икодеспот наличием большого, разнообразного и постоянного хозяйства. Послание Иоанна Апокавка, вероятно, служит кодом к правильному объяснению неоднократных упоминаний о домоправителях и лучших в актах XIII-XIV веков. Впрочем, житие Рамила односложно характеризует как икодеспота обитателя бедной монашеской кельи. Средневековый славянский перевод названного жития приравнивает ее насельника господину кельи. В данном контексте это славянское понятие следует считать эквивалентом греческого титулования «кир»,
автукирию. Иначе говоря, славянский концепт опосредует фигуральную контаминацию двух греческих обозначений хозяина дома. Нельзя не сослаться также на упоминание об икодеспотах, буквально «ойкодеспотевонтас» в истории Дуки. Судя по тому, в хорионах бассейна Стримана эта социальная группа сельского населения уцелела вплоть до турецкого завоевания. Таким образом, понятие «икодеспот» встречается в широком кругу византийских источников. Особенно содержательно свидетельства византийского права и актов. Они позволяют утверждать, что представителям этой категории византийского социума был свойственен неординарный экономический и правовой статус. Икодеспот принадлежал к состоятельным и видным жителям села и даже провинциального городского центра, которые бывали причастны к местному самоуправлению. Наряду с другими его членами икодеспоты представляли интересы своих односельчан и осуществляли надзор за рядовыми обывателями поселков в имениях крупных земельных собственников. Сведения об икодеспотах прослеживаются на протяжении практически всей истории Византии. Спасибо за внимание.